Всем здорово, народ. Сегодня у нас ШП Прист, Салоки, 5 штучек, 5 победных получилось сыграть. Было 2 поражения при этом, или 3, но они были максимально неинтересны, поэтому я их вставлять не буду. Но там тупо чел, не знаю, вышел в поле и умер, все. Вот такие были поражения. Итак, дисклеймер. Дисклеймер хейтерам. Это мои самые первые катки за ШПшника, поэтому лучше пишите советы, реально работающие, а не просто ты вот это не нажал. Все, погнали смотреть. Эту катку я играл хреново. Тут, как бы вообще без лишних вопросов, это 100% так. Но мои тиммейты здесь просто конфетки. Вот здесь моя первая ошибка. Я отдал фир в зеленку ДК. То ли по таймингу не сошелся, то ли, соответственно, не заметил просто баф зеленки на ДК и проебал свой фир, по сути. Хотел уйти на телепорте, и в идеале мог накинуть немоту на ДК, но я подумал, ладно, даже если он меня грипнет, все будет окей. Но вот первый звоночек того, что у меня офигенские тиммейты. Мой ДК Анхолик грипнул к себе вражеского Анхолика, а мой союзный Холли Паладин диспелил с меня вот такого ледяные и так далее. Здесь, кстати, хороший эфир получился. И смотри, что он делает на Холлике. Я нажал, соответственно, фир в ДК и в вражеского баланс друида. Он прошел. ДК, очевидно, перерождением скинул с себя этот фир, но он не успел задиспелить ауру, а мой Холлик инста вжал в него, соответственно, фир нежити. В общем, он зафирял дополнительно... это легенда на Холли Паладине. Просто легенда. И меня диспелит. И ДКшника подконтролил. Просто хорош. Поэтому мой Анхолик топовый, потому что он следит за ситуацией на карте, он понимает, что меня просто оставлять нельзя, и он грипнул к себе вражеского Анхолика после того, как у меня начались такие небольшие проблемы. Супер респект ему за это. Так и нужно делать. Я тоже так всегда делаю, когда играю за ДКшника. Не нужно просто упарываться в противников. А мой Холик, очевидно, меня и диспелил, и классно законтролил ДК. В общем, смотрим, что будет дальше. Тут у меня получилось дать очень приятный эфир по троим. Очевидно, там пошли диспелы, тринкеты туда и сюда. Нормально. И вот сейчас главное не сдохнуть и просто уже дожать баланс друида. Но здесь... Ай, больно было в моменте. Было очень больно. Пытаюсь себя тоже подхилить. Меня кикает вражеский Анхолик. Я отступаю к своему Холли Паладину. Он тринкует и выбегает на меня. Здесь мы должны спокойно уже захилиться. Все отлично. Просто за пиларчиком отмансили. И вот сейчас надо прямо дожимать противников, потому что у меня полное раздолье для ДКшника моего. Он прессингует. И у баланс друида начинаются проблемы. Я накидываю немоту в рестор шамана, и вот сейчас нужно реально это добивать. Пытаюсь добежать ближе к рестору, чтобы нажать на него фир, он это тоже понимает и начинает от меня убегать. Я, соответственно, его замедляю через пытку разума, здесь все-таки даю в него фир, и у меня еще Анхолик, баланс друида, грипнул туда подальше за пиларчик. Не, вот эти тиммейты, это просто солнышки. Вот таких встретить в рандоме, в Салоке, это шанс 1 на миллион. Реально, оба чела хорошие, оба понимают, что делать, и делают. Они делают вещи, пацаны. Вот такая вот первая каточка. Под конец только у меня получилось нормально разыграться. В целом просто прощупать вообще, что я делаю. Конечно, первую половину боя бегал как ежик в тумане. Вообще не понимал, что происходит. Но нормально. Даже так получилось дэмэдж свой выдать. Вторая котеечка. Тут у меня Фрост Маг, по-моему, в команде. Или какой-то... В общем, кто-то из магов. Не помню, кто конкретно. И, соответственно, Рестор Шаменчик. Тут я, очевидно, уже вперед идти не хочу. И выбегает шаман вперед, на самом-то деле грамотное решение с его стороны, потому что вот будет проще нашей тиме играть, если именно вы шамана, по крайней мере, по началу боя упорятся. А вражеский Анхолик решил его даже грипнуть. Это вообще для нас идеально. Походу, Аркан Маг или что? Там, нет, Фрост все-таки, Фрост Маг, да, все отлично. Идет инста-овечка, он подиспелил всю суету с вражеского ДКшника, тут эфирнул шамана, шамана друида, и зачем-то решил в него дать глубинный ужас. Не стоило. Стоило эту кнопку просто придержать и немножко помансить. Как-то вот, не знаю, в моменте почему-то почувствовал, что такое, нажму, на похуй просто отдал. Так, очевидно, делать не надо, и здесь мы, конечно, начинаем жестко бурститься по Анхолику, учитывая, что у паладина вражеского ничтожно хреновая позиционка, я закидываю в него немоту, и он даже вот бабл не успевает нажать. Да. Тут, конечно, противнички супер такие неопытные попались, потому что Холик выбежал куда-то в центр, в поле зачем-то, сам не понимая зачем, словил и немоту, и ДКшник тоже что-то куда-то. В общем, такое. То есть даже то, что я свой глубинный ужас вообще, по сути, в никуда отдал, все равно никак не зароляло. А дэмэдж просто огромный. Но теперь сама реклама моего бусти. Здесь у нас имеется полный гайд Анхоли ДК, где я освещаю все основные моменты, рассказываю базу. При этом присутствуют дуэльные разборы против разных классов. Например, Анхоли ДК против Фростмага или Анхоли ДК против Паладиныча. В общем, все самое неприятное тут разобрано. И есть даже общий разбор всех спеков ДК, можете перейти, знакомиться, он в открытом доступе. Но ДКшникам все не ограничивается, также присутствуют гайды на Паладина, на чернокнижника, вскоре будет появляться на других
классы. Есть полный гайд по моему PvP-шному аддону интерфейсом, который я использую, как все настроить, как все передвинуть, чтобы было как у меня, чтобы было красивенько, чтобы было функционально и минималистично. Поэтому, если есть желание поддержать канал копеечкой и получить за это дополнительный контент, то переходи на мой бусти и подписывайся. Цена, кстати, недорогая, как одна кружка кофе, поэтому я думаю, предложение выгодное. Больше не затягиваю, народ, погнали смотреть основной видос. Третья котеечка. Ушастый Сашка, Ферал Друид в моей команде, плюс еще Кэппер на Рестор Шамане. Против меня Охотник, Стрельба, Рестор Друид и Паладиныч. Ну, такое, нормально. В целом, если в ханта упороться, то можно даже и проблем особых не ощущать. Значит, Саша Бальбоа. А почему на друидах только Сашки играют? Саша Бальбоа, ушастый Сашка. Ладно, допустим. Хант отправляет на меня питомца, я решил просто, сначала на него дотки накинуть, за пиларчиком поставить, потому что, на халяву вот так вот пробить пэта Ханта и, кстати, убить его, это вообще изи. Все, охотник без питомца просто своим остался, ладно, окей. Накидываю двойной эфир, Хан сразу же его тринкует, окей, накидываю немоту во вражеского рестор друида и начинаю просто дотать того, кто ко мне ближе стоит, соответственно, это паладин. Потому что позиционку на ШПшнике не очень хочется терять, но посмотрите, насколько же им больно, опять же, я решил префайром так вот нажать массовый диспел, но понимаю, что там ничего уже не будет. Просто посмотрите на контраст игр. Первая катка и вот вторая, третья, вообще несравнимые игры. По сути, просто по среднему уровню игры, скажем так. Потому что в первой катке максимально офигенские тиммейты. Поэтому, конечно, Салоки на Сирусе это максимальный рандом, по крайней мере, первое время. Я уж не знаю, может быть, на каких-нибудь там 2000 плюс рейтинга у тебя и попадаются одни и те же просто люди, потому что, тупо больше нету столько людей с высоким рейтингом. Еще одна котеечка. У меня воин, который почему-то хотел играть по ДК, хотя нет, тут лучше либо по присту, либо по охотнику. Я выбрал играть по ханту, потому что обычно, когда ты в ханта упарываешься, они как-то теряются, и у них вообще не получается особо даже дэмэдж выдавать, поэтому, такое, на самом деле, базовое действие упороться в ханта. Это как, знаете, вот видишь лока вражеского, играешь по локу, видишь ханта, тоже можно, по сути, в ханта упарываться. Понятное дело, надо смотреть на сетап, но тем не менее. Тут я просто бегаю, накидываю на себя хилки, вражеский ДК теряет время. Да, он накинул на меня дотки, но это вообще ничего не делает. Плюс, сейчас они потеряли позицию, я хорошо выдал эфир, опять же, по обоим, раздотал немножечко охотника, накидываю немоту на вражеского ДЦ-приста, и мне бы сейчас в идеале в него нажать стан, глубинный ужас, но я был под немотой, но даже так хватило дэмэджа, чтобы ханта убить. Опять же, хант просто потерял позицию, вышел к нам, мы его убили. Тут вот такие игры, пацаны. Я что сделаю? Такие же и поражения. Представь, если бы я сейчас был во вражеской команде. Мне просто иногда пишут комментарии, а почему ты не выставляешь катки, которые ты проиграл? Во-первых, я выставляю эти катки, просто зачастую поражение максимально неинтересное. Сейчас вот победа максимально неинтересная, это хотя бы победа. А прикинь, если бы я был в той команде, например, за место ДКшника. И мы бы также просто проиграли, потому что хан бы прошел к ним на респ и там бы сдох. И зачем на это смотреть? Интересные поражения я выкладываю. Так, и еще одна у нас котеечка, ластецкая. Самая против меня охотник в стрельбе, ДЦ Прист и Паладиныч. Эль Пупа. А у меня Паладин Яндекс Про. Легенды никнеймов. Так, все, противнички пошли в атаку. На ДЦшнике вообще пошел первый, и вот у него такое решение было интересное. Тут его решил немножко подиспелить. Кстати, нажал антифир на себя, но он, видимо, тоже с меня его задиспелил, поэтому у него получилось меня нажать данную кнопку неприятную. Но, на самом-то деле, это было лишнее с его стороны, потому что по мне хочет играть вражеский охотник, я и не тренковал этот эфир, потому что, а зачем? Все равно с меня его снимут. Тут, запутался в кнопках, неприятно прям смотреть. В общем, что я хотел, какой был план? После фера выдать глубинный ужас, и после этого нажать еще, попробовать, по крайней мере, контроль над разумом, чтобы такую комбинацию провернуть. Да, я нажал глубину уже слишком рано, пока еще действовал эфир, и у меня не получилось вообще контроль над разумом выдать. В общем, я просто промахнулся. И, понятное дело, наигранности у меня нету, и вот такая вот неприятная ситуация произошла. Если бы получилось... На самом-то деле, мне кажется, если бы я хотя бы просто немножко подождал и нормально выдал бы под конец фера стан, мы бы уже убили охотника. А я слишком поторопился и стан заранее нажал зачем-то, там еще 2 секунды фера было, и контроль над разумом не получилось выдать. Больно, ладно, допустим, скинволкер все равно умирает, хватает дэмэджа, чтобы он там от доток дотикал, плюс его паладин еще много пробил мой. И здесь, понятное дело, чтобы вот прям 100% выиграть, я накинул и щиты, и немножко решил подхилить моего друида просто, чтобы ему помочь. Вот такие каточки у нас, народ. Первые такие, разыгровочные, пристрелочные, я их называю. Кстати, интересный момент. Я нажал сначала телепорт, потом фир, но фир прожался в начальной точке телепорта. Можете перемотать, посмотреть. Сирус. Так вот и работает.
Вот такие вот котеечки, народ. Первый пристрелочный. Пишите ваши советы по игре за ШПшника. Все комменты читаю. Всем по возможности отвечаю. Всем чао, всем прогрессив ПВП, всем пока.